Как ни крути, что ни делай, но с названием Хортица у каждого украинца возникает очень много хороших воспоминаний. Итак, представляем вашему вниманию замечательные винтовки PCP точнее, компании Зброя, которая называется модель Хортица. Вот. Представляю вашему вниманию эксперта по этим самым моделям, по оружию, по этим винтовкам. Роман, скажи мне, пожалуйста, что это у нас такое? То есть я в двух словах, конечно, сказал уже о том, что это винтовки PCP, но хотелось бы, честно говоря, знать, чем они на сегодняшний день, я горжусь этим, лучше, чем зарубежные аналоги. Мы превосходим многие аналоги зарубежные, и не только зарубежные, но и те, которые производятся на территории Украины, не только по цене, но и по характеристикам чисто техническим. Допустим, здесь есть резервуар, который общий объем его порядка 180 кубиков. Именно рабочая область, там, где у нас давление порядка 300 атмосфер, не порядка, а допустимое давление 300 атмосфер. То есть укомплектована она также манометром. Это фирма Вика, немецкая фирма. Очень точные манометры с очень хорошим постоянным качеством они выпускаются. PCP. Это пневматическая винтовка с предварительной накачкой сжатого воздуха в резервуар, расположенный под стволом или в прикладе до давления 200-300 бар. Воздух в резервуар нагнетается насосом высокого давления или с помощью зарядной станции. Отличительная особенность PCP – выстрел происходит без отдачи, со стабильной скоростью и энергией, не требуется серьезных движений при перезарядке. Отсюда великолепная точность и бесшумность стрельбы на дистанции до 70 метров. Отсутствие отдачи позволяет использовать на PCP любые оптические прицелы, без опасения разбить их вторичной отдачей от поршня пружинно-поршневой пневматики. Я прошу прощения, вот сразу по манометру. Значит, насколько я знаю, у некоторых зарубежных винтовок подобного класса, да, есть проблема то, что вначале они стреляют более мощным зарядом, да. Потом по мере того, как разряжается баллон, скорость падает. Скажи мне, пожалуйста, вот здесь так же самое происходит или нет? Мы провели очень множество отстрелов, то есть много было сделано работы над тем, чтобы добиться от нашей продукции, чтобы стабильность выстрела была максимальной. То есть сейчас эта винтовка вот в базовой комплектации с заводскими настройками выдает порядка 100 выстрелов, 100-105 выстрелов. Это с той скоростью, которая настроена в заводских условиях. То есть, в данном случае мы говорим пулька 0,547 грамма GSD, мы берем ее как за тот критерий, от которого отталкиваемся, и она выдает скорость 280 метров в секунду. То есть здесь подобран нами твист ствола, позволяет обеспечить максимальную кучность. То есть точность мы дальше, я думаю, будем стрелять и еще покажем. Это когда мы уже перейдем к практическим занятиям. Да. Но если говорить о своих характеристиках, то есть мы долго шли к этому параметру, то есть добились, и сейчас можем этим гордиться. Оружейный партнер проекта – компания «Зброя». Здесь полностью, абсолютно все, за исключением оптического прицела, это все нашего производства. И есть те моменты, которые нет в этом смысла. Допустим, манометр, это мы покупаем немецкий манометр. Здесь используются уплотнительные кольца, которые тоже немецкого производства. И ряд пружин, такая как, допустим, боевого клапана, ударника пружины, это тоже немецкого производства. Все остальное это все абсолютно нашего производства. Если я правильно понимаю, то где-то приблизительно процентов на 10 у вас состоит она из зарубежных материалов, а 90% все производится в компании «Зброя». Да, и то, что хотелось бы еще подчеркнуть, абсолютно весь материал мы покупаем австрийский, то есть европейское качество материала, оно позволяет нам добиться того качества в целом всей продукции нашей, что нам есть чем похвастаться.
всего прочего, то, что хотелось бы выделить, у нас резервуар укомплектован редуктором. Тем самым редуктором, который позволяет добиться повторяемости хорошего выстрела. То есть выстрел у нас и в паспорте оговорено, и то, что мы сможем на практике еще подтвердить. То есть он плавает где-то в пределах 3-4 метров в секунду, то есть это отклонение. Но это абсолютно нормально, то есть это то, к чему очень многие еще стремятся. Если у вас заявленное 270 или 280? 280. 280, да. То есть либо 284, либо 276, да, вот ну, плавает туда-сюда, насколько да, я понимаю. Да. Я понял. Это хорошо, это замечательно. На самом деле меня это радует. Вопрос. В более ранних программах, когда мы снимали по зарубежным PCP винтовкам, отдельно мы коснулись вопроса безопасности. Вот. И я хотел бы, чтобы ты озвучил, я уже просто знаю, вот, максимальное давление, которое выдерживает резервуар. Да. Вот тут я, честно говоря, был покорен. Да, это тоже, скажем так, один из плюсов нашей продукции. Мы единственные в Украине, кто разработал ТУ на резервуар, именно алюминиевый резервуар. То есть вот в данном случае он из дюраль-алюминия, то есть облегченный, и позволяет нагружать его до 300 атмосфер рабочего давления и проверочное там 475. То есть институт в Харькове Укрни... Краш-тест сделали, да? Укрни Химмаш, он занимается тем, что у них есть сертифицированный участок. Каждый баллон проходит у них опрессовку. Они нам выдают акт на этот баллон, который хранится у нас. И в любом в том случае, когда захочет, допустим, клиент наш взять этот акт для того, чтобы сверить его, у каждого баллона есть номер, он сможет всегда это сделать. То есть баллон, каждая винтовка укомплектовывается, кроме всего прочего, там паспорт, там еще есть и гарантийный талон на сам баллон. Это да, вот оно есть. Мы сделали запрос и партию наших резервуаров институт умышленно довел до того давления, при котором он подвержен деформации, ну его разрывает, собственно говоря. Это 900 атмосфер. Заметьте, рабочие 300. То есть те люди, которые сомневаются, что этот резервуар выдержит 300 атмосфер, я вам могу абсолютно уверенно и квалифицированно заявить, что можете даже не сомневаться. Наша продукция вас не подведет. Если она выдерживает 900, вернее 900 разрывает, значит 800 выдерживает. Как минимум в 2 раза зазор. Я понял. Хорошо. Честно говоря, ну, как по мне, так очень интересно. Я бы хотел посмотреть, что у нее, ну, внутри, скажем так, да? Поэтому предлагаю ее немножечко разобрать, не полностью, конечно, насколько это возможно здесь в полевых условиях, и посмотреть вместе с программой «Приключения рыбака и охотника». Оружейный партнер проекта – компания «Зброя». Итак, берем модель Хортицы. Да, дело в том, что просто все равно человеку, который приобретет данную продукцию, ему придется ее эксплуатировать, потом обслуживать. Да, птеродактиль на тебе сидел. Да? Да. Убьем. Да. Вот, и поэтому ему все равно придется делать хотя бы минимальные манипуляции. И поэтому хотелось бы это продемонстрировать. По обслуживанию элементарному, да? Да. То есть, ну, в первую очередь надо снять оптический прицел. Это делается легко, насколько я понимаю, быстросъемные кольца. Да. Вот так вот мы его отделили. Давай в стороночку его. Так, теперь здесь есть два винта. Один находится вот в этой части, и второй находится вот в этом пазу. Доступ к нему через специальное отверстие. Ага, технологическое, назовем, да, вот так. Технологическое отверстие. То есть берем ключик сюда идет у нас. Вот. Мне регулярно на сайте люди делают замечания, когда я говорю не отверстие, я говорю дырочка. Вот. Ну да. Как-то вот дырочка звучит, как по мне, так прикольнее. Поставляем. Также выкручиваем. Только при этом надо придерживать УСМ, этот блок, потому что он, как только высвободится, он может выпасть. А нам не надо это? Да, нам это не надо. У нас все аккуратненько должно быть. Вот. И теперь мы можем спокойно извлечь вот этот блок. При этом сама винтовка, она тоже здесь уже в самом ложе уже не крепится, то есть мы ее отсоединили. Поэтому вот так вот нажимаем слегка и извлекаем.
То есть нужно нажать немножечко Да, вперед. она там заходит в паз специальный. Здесь пятка, да. То есть здесь есть паз, она туда входит. То есть для того, чтобы извлечь, вот таким вот образом. То есть и у нас появляются следующие возможности. То есть в первую очередь у нас возможность появляется вот с этим, допустим, блоком, что мы можем делать. Мы можем регулировать, собственно говоря, энергетику при помощи того, что и здесь есть боевая пружина, вот в этом блоке. Поджимая эту боевую пружину при помощи вот этого винта. То есть отверткой, да? Да, обычной отверткой шлицевой. То есть мы можем создать там большее усилие на этой пружинке и получить, соответственно, большую скорость выстрела. Плюс ко всему вы можете, собственно, заменить эту пружину на более жесткую, и тогда у вас получится возможность получить и большую скорость. Пружина поставляется вообще? То есть можно заказать ее в сброе? Пружину вы можете заказать у нас. Вы Вот можете ее приобрести отдельно, ну, где-либо, ну, то есть, а в принципе можно заказать и у нас. То есть мы можем вам предоставить такую возможность. Это немаловажно, потому что лучше все-таки использовать, ну, родные запчасти, да, как ни крути. Да. Плюс ко всему прочему у вас еще есть ряд возможностей, которые вы можете, получив доступ к этому вот узлу, то есть в частности вот вы можете отрегулировать ход самого свободного ход вот этого ударника. То есть при заводских настройках он отрегулирован порядка где-то 0,5 мм, то есть он вывешенный для того, чтобы не было перерасхода воздуха. Он специально сделан вывешен, то есть свободно, вы все можете это видеть. То есть он не давит постоянно на клапан, при этом не происходит тот как раз перерасход воздуха, с которым все борются. То есть мы вот его побороли вот таким вот способом. Ну, плюс ко всему, вот сейчас это легко можно увидеть, у нас есть здесь предохранитель, который имеет два положения, боевой и не боевой, да? То есть, ну, это как бы один из элементов техники безопасности, который должен быть у любого. Ну и опять-таки удобно то, что предохранитель находится непосредственно в районе спускового крючка, да, то есть не нужно отвлекаться, искать где-то его в стороне. Также есть здесь два вот таких вот винтика регулировочных. Один находится в передней части, другой находится в задней части спускового крючка, то есть который позволяет регулировать еще параметры такие как жесткость нажатия спускового крючка и ну, за всем тем, кто недалек от пневматики, от стрельбы из пневматического оружия, ну и в принципе вообще при стрельбе из оружия все хотят получить настройку спускового крючка именно под себя. Ну, естественно, то есть, поэтому человек приобретет... Вот таким вот тоненьким шестигранником, я так понимаю, да? Да. Человек приобрел вот эту винтовку, он хочет подрегулировать вот именно вот под себя, то есть он имеет такую возможность. Плюс ко всему, вот у нас есть второй, скажем так, узел. Сейчас уберем винтик, у которого тоже есть, вот, собственно говоря, сам резервуар, который в процессе его накачки, опять-таки стравливания, там может накапливаться в каком-то объеме конденсат. Но это абсолютно нормальный процесс в том случае, когда мы постоянно нажимаем и воздух сжимается и наоборот разряжается, да. Да, то есть там образуется конденсат, который там со временем нужно будет оттуда извлечь, то есть убрать. То есть для этого вам надо будет снять резервуар. То есть я могу просто показать, как это сделать, чтобы ничего не повредить. Итак. Собственно, да, вот здесь есть винт, опять-таки тем же самым ключом, который мы извлекали блок УСМ. То есть вы берете, выкручиваете винтик. Здесь стоит восьмерка. Вот у вас появляется два таких элемента. И здесь на резьбе она просто выкручивается, резервуар. Чудненько. Ну так как ты пока показываешь, так
как по мне, так все понятно. Причем максимально просто. Все сделано для людей. Это замечательно. Вот у вас есть такой элемент, как резервуар. Он сейчас под давлением, вы можете увидеть. Сейчас здесь давление порядка 265 где-то. То есть сейчас у вас резервуар под давлением, вам нужно его стравить. То есть это можно сделать следующим образом. То есть на производстве у нас есть специальный, скажем так, устройство, позволяющее установить туда резервуар и нажать на вот этот клапан для того, чтобы выпустить оттуда либо остатки воздуха, либо, собственно, стравить полностью воздух, который там есть. Вы можете это сделать, просто нажав вот так вот пальцем. То есть и давление, собственно говоря, здесь будет. Знаешь, редкие случаи, когда я думаю, вот что, сейчас вообще все будет хорошо или мало ли что-то произойдет? Все будет абсолютно нормально. С думками про людей, да? Да. Ну вот, собственно говоря, то, к чему человек, обычный обыватель, может иметь доступ для того, чтобы обслуживать. Ну а все остальное, собственно говоря, разбирать нету смысла, поскольку дальше уже идут. Лучше уже обращаться к специалистам, да? Да, лучше обращаться к специалистам, которые знают, что с этим делать. Я понял. То есть, иными словами, теперь понятно, почему Сброя спокойно дает гарантию на свою продукцию. Я думаю, что не стыдно будет показать ее уже практическое применение и отстрел по мишеням. Оружейный партнер проекта – компания «Сброя». Пока Роман там подготовили, заряжает патроны, хочу сказать, проанонсировать, это новинка от компании «Сброя». Это тоже хортица, разумеется, но с длинным уже стволом. Ствол сколько миллиметров, Ром? 450. 450 миллиметров, в отличие от? 330. От 330. То есть это мы анонсируем такую вот новиночку хорошую, замечательную, и посмотрим ее в действии. Серия из 5 выстрелов сделана, мишень поражена. Я предлагаю, чтобы не, как говорится, не отходя от кассы, да, сразу поменяем. Это у нас короткий ствол был, да? Да. Вот, сразу поменяем, давай. Я тебе, как называется, оруженосцем послужу. Вот. Заряжаем вторую хортицу с длиной стволов 450 миллиметров. 450 миллиметров. И тоже делаем серию из 5 выстрелов по мишени 50 метров. Ну, собственно говоря, ни для кого не секрет, что под каждую винтовку нужно подбирать свои пули, да, то есть в первом случае мы сколько, какими стреляли? 0,547. 0,547 грамм, да? Да, грамм. Вот, здесь с более длинным стволом? 0,87. 0,87 грамма. Но на самом деле, дабы не тратить ваше время в первую очередь, конечно же, Роман, пристрелялся, то есть выявил оптимальные веса пуль для этой винтовки. Вот, показатели. Скажи мне, пожалуйста, вот скорость вообще просто здесь на этой винтовке выше, я поэтому так удивился, да? Ну, нет, джоули выше, да, скорость чуть ниже, 262, ну где-то так, в этих пределах. Но это нормально, то есть для этой пули как раз это та скорость, которая позволяет ей достаточно хорошую кучность показать. Угу. Хорошо, ну и какие мы использовали пульки? Да, мы использовали пульки GSB. Взяли они вот такие вот в форме валанчика. То есть первая пулька, винтовка 22,5 джоуля, это мы отстреливали 0,547, вот такая вот пулька. И 0,87 мы использовали при отстреле винтовки со стволом 450 мм 30 джоулей. Хорошо, вот у меня такой вот вопрос. Возможно ли увеличение силы выстрела? Конечно, да. То есть силы и скорости. Вот да, при желании, в принципе, если человек опытный, он может самостоятельно это сделать, ну, либо обратиться к нам, в сервисный центр. Мы ему можем, даже в процессе того, когда он будет делать заказ на винтовку, он может указать какие-то пожелания. То есть, в принципе, мы идем навстречу и регулируем до нужной джоули. Если я тебя правильно понял, то есть вы в паспортные данные винтовки заявлено, ну, допустим, у этой, скорость выстрела? Ну, здесь не скорость, здесь энергетика. Энергетика, да. Энергетика 30 джоулей. И хватает на сколько выстрелов?
70 выстрелов. 70 выстрелов заявлено. То есть, если мы увеличиваем энергетику выстрела, тогда количество выстрелов соответственно, будет... количество меньше. Ага, все. То есть, это, в принципе, регулируемые параметры. Конечно. То есть, в принципе, если человек настроит эту винтовку, к примеру, на 22,5 джоуля, то он получит порядка 150 выстрелов. Угу. Вот так вот. Я понял. Ну, тогда пройдем посмотрим, что же мы там с мишенями-то натворили. Ну, не мы, а ты, но тем не менее. Пойдемте. Оружейный партнер проекта – компания «Зброя». Это мы стреляли, каким стволом лев? Это у нас 330. короткий, да, получается? Да. Короткий ствол. Вот. Ну, тут замечательно, я тебе скажу, объективно. Так, а это у нас идет уже длинным. Это 450 миллиметров ствол. А чего ну, так собственно вот? говоря, то, что есть отрыв, это еще, собственно говоря, влияние небольшого ветерка, который есть. Ну и плюс ко всему, опять-таки, я не профессиональный стрелок. Угу. То есть, вот то, что могу показать, могу. Я понял. Показываю. Ну, хорошо, понятно. На самом деле, как вы можете обратить внимание, с утра было солнышко, ну как с утра, не с утра, днем было солнышко, потом чуть позже тучки набежали, сначала было комфортненько, а сейчас я боюсь, что скоро уже дождь пойдет, на самом деле. Так, хорошо, но меня объективно эти результаты радуют. Да. Хорошо, для того, чтобы показать силу действия, честно говоря, потому что вот для меня лично джоули, килоджоули, это такое относительное понятие. Как оно буквально действует, я не знаю. Я предлагаю тихонечко, мы тут аккуратненько потом за собой уберем. Давай попробуем поставить стеклянные бутылки и покажем, что они с ними делают на 50 метрах. Как давайте. У тебя? Давайте попробуем. Да, давайте попробуем, потому что надо как-то фантазировать в конце концов. Ну что ж, пробуем вместе с программой «Приключения рыбака и охотника». Оружейный партнер проекта – компания «Зброя». Надо сказать, достаточно эффектно произошел первый раз, отсюда тоже так смотрелось красивенько, да? И вторая винтовка у нас уже чуть длиннее, длина у нее, напомни, Роман? 450 миллиметров. 450 миллиметров, ствол, прошу прощения, да, длина ствола, и те же 50 метров стрельба по бутылкам, для того, чтобы узнать, что же такое 30 джоулей. Так, ну это наповал, что называется. Ну, прошу обратить внимание, да, то есть мы это сделали специально в пакете, для того, чтобы не рассыпались стекла. Сейчас мы это аккуратненько уберем, потому что не забываем о том, что природу бережем, мать нашу или мать вашу, ну, неважно, чью, но тем не менее, давайте просто не будем сорить, скажем так, вокруг нас. Вот. Ну, я, честно говоря, покорен. Покорен чем? Покорен тем, что, слава богу, наш производитель делает достойные пневматические винтовки с 3 буквами PCP, мне все время нравится это, да? Скажи мне, цена, какова на них цена? Цена средних, это... да. Ну, я не говорю точно, там порядок цифр. У нас, скажем так, у нас, если брать цена-качество, то у нас самая низкая цена из тех, которые есть на рынке Украины, это 100%. На данный экземпляр там порядка 14 тысяч, я сейчас не могу сказать точно. Ну, приблизительно, то есть... Эта винтовка, она только вот появится сейчас на прилавках. И цену мы на нее узнаем. Узнаем. Но я могу со своей стороны добавить, что цена будет все-таки украинская, не забываем. Этого класса ружья, торговой марки не буду говорить, какой зарубежно известной, да, стоит приблизительно 44-45 тысяч. Да, почувствуйте разницу, да, при таких же показателях, и, ну, все нормально. Что здесь, что называется, видна кучность, что здесь все в порядке. Эти винтовки, и не только эти, то есть, я думаю, в будущем мы покажем еще образец винтовки, которая уже давно на рынке Украины, то есть Хортица она позже появилась. Угу. Вот, есть еще винтовка Казак, о котором мы поговорим позже немножечко, да, это у нас будет небольшим сюрпризом, к нему мы вернемся. А так вот сейчас у всех ценителей этого вида оружия, то есть у них есть возможность выбирать теперь из уже 2 вариантов комплектации, то есть ствол 450 миллиметров, увеличенный объем резервуара, позволяющий сделать большее количество выстрелов, либо получить большую энергетику и тем самым не потерять, скажем так, в количестве выстрелов, поскольку, допустим, здесь резервуар 180 кубических сантиметров, он все-таки при увеличении энергетики существенно седает количество выстрелов. Здесь же мы... Ты понимаешь, вот я, честно говоря, не стрелок из пневматики, да, но сама мысль о том, что регулируется параметр,
Пускай это будет меньше выстрелов, но оно будет сильнее. Да, вот это вот момент, который пришел в сервис-центр, тебе поменяли по твоему требованию, как тебе, по твоим потребностям. Это замечательно. Поэтому, честно говоря, огромное спасибо, хочу сказать, компании «Сброя» за то, что, ну, наши. Все-таки наши, и мы должны поддерживать отечественного производителя, потому что наше качество далеко не хуже, чем зарубежное. А может быть даже, скорее всего, лучше. Смотрите нас вместе с программой «Приключения рыбака и охотника».